Добрый день. Добрый день. Я вполне с вами согласен вашими сентенциями по поводу искусственного интеллекта. Мы занимались задачами принятия решения в военных областях, и, к сожалению, ваши вещи подтвердились. А вопрос такой, вот смотрите, насколько я вас понял, развитие лобных долей было связано с тем, чтобы сохранять будущее потомство человечества. Да? Просто выкармливать. Просто надо долго делиться пищей, а ведь не хочется. Вопрос, да? Зачем люди пожилого возраста, они же выступают как балласт в данном случае, правильно? Нужны? Да, все понятно. То есть вы спрашиваете, нужны ли старики? Да, совершенно верно. Все, вопрос понят, да, хорошо. Старики, к сожалению, нужны. Конечно, раньше было все хорошо. Значит, когда была простая биологическая жизнь, там их выгнали, старушек загнали куда-нибудь в далекий лес. Получается, что из таких старушек, которые зажились и пережили ситуацию с климактерическим синдромом в старые времена? Появлялись знаменитые персонажи наших любимых сказок, называется Баба-Яга. То есть баба-коза. Вот, в общем, таких коз их отправляли в дальний лес, и вообще подозревали в каннибализме там, и прочее, прочее. Это просто выжившие женщины. Женщины, так сказать, жили недолго из-за того, что всякие болезни, которые у женщин накапливаются, они к моменту прохождения климактерического вот этого состояния, то есть прекращения половых циклов, приводили обычно их к смерти. Это была традиция такая. Поэтому они жили ровно до этого момента. И те единицы, которые счастливым образом доживали до глубокой старости, превращались в светском обществе в такое существенное обременение мерзких старух, а в деревенском обществе были отправлены, как бабки-ежки, в леса. Но у стариков есть одно преимущество. Если они, не дай бог, дожили до седин, и у них снизилась половая активность, они избавились от главного бича молодых сапиенсов, то есть молодых обезьян, от бича вот этой половой зависимости, принятия решений, исключительно, который проходит через фильтр половых впечатлений, половых целей. Все. Импотенция или снижение половой активности, можно уже подумать о чем-то другом, кроме как схватить за потылицу какую-нибудь длинноугую красотку. Это гигантское преимущество, это раз. Второе, снижается двигательная активность, то есть нейроны просто-напросто стареют, там есть свои особенности, я о них немножко говорил. То есть и лобные области наконец-то начинают работать. К сожалению, это происходит в основном под конец жизни. И поэтому люди в возрасте как-то мудреют и прочее, прочее. Для этого физические основания. Они лобной областью не пользовались всю жизнь. Только размножались, еду добывали, да конкурировали с окружающими. А тут раз, конкуренция уже пониженная, уже не можешь ничего, ну и начинаешь думать. Это полезно. Поэтому некоторые вещи доверять молодым вообще нельзя. Не из-за того, что они плохие или какие-то несообразительные. Просто в решительный момент он под действием тех или иных половых гормонов или той или иной стрессовой ситуации примет такое решение, что это может быть катастрофой. Поэтому как бы вот французы, они там Макрона избрали, благо у него ветхая женушка, она его может остановить в какой-то момент. Но я бы такому ничего не доверил абсолютно, потому что он игрушка в руках своих гормонов, и что ему там ударит в голову в какой-то момент, ожидать очень стрёмно. То есть чем старше возраст, тем больше рассудочные вещи, если человек сохранился хорошо, так сказать, не в глубоком всестороннем маразме или там склерозе всех сосудов головного мозга, как у нас был один генеральный секретарь, которого с таким диагнозом, кстати говоря, и похоронили, то все будет нормально.